вот это вот все я завожу таким образом, чтобы мой сгиб проходил по центру, по оси пряжки. Вот, я подтягиваю. Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Мода с Владанной. Сегодня в своем модном обзоре я подготовила такой интересный вариант летнего коктейльного платья, ну или же сарафана. Также вы на манекене видите в таком ключе, в такой выкройке выполнено свадебное платье. Очень элегантное, стильное, оригинальное, необычное платье. На улице жара бьет рекорды. Як у нас кажуть, літня спека. Хочется что-то на себя одевать, такое, чтобы вообще не чувствовать, чтобы все было открыто, свободно и непринужденно. И вот вы видите на мне подобный вариант. Это оригинальная модель с драпировкой, с 3 пряжками, но на самом деле выкройка, как я люблю, очень простая. 2 прямоугольника, прямоугольный низ и прямоугольный верх соединены одной большой пряжкой. Верхний прямоугольник разрезан в нужных местах. У нас образовались вот такие ленты, вы видите мою спинку, которые входят на плечах в 2 маленьких пряжки. Вот такая простая, элементарная конструкция этой модели, но платье получилось очень даже непростое. Я получаю всегда комплименты, когда в нем, могу себе позволить в нем поход в ресторан. Также по жаре я прихожу в нем на работу, чувствую себя комфортно. Все достаточно красиво, в нужных местах у меня все закрыто. Драпировочка на животике, драпировочка идет на грудь. Наши крылышки излюбленные, которые тоже мне оказывают свою услугу в нужных местах. На спинке линии достаточно хорошие, которые, опять же, я себе могу их позволить. Верхняя зона у меня закрыта моими лентами. Для этого платья мне понадобился натуральный шелк атласный. Мне в нем не жарко, мне в нем комфортно. Это могут быть тонкие льющиеся ткани, так чтобы драпировка не создавала большой объем. Она прекрасно выкладывается на разной фигуре. Ну вот конкретно на моих бедрах вот она все максимально скрывает. Также она хороша на любой груди. Нам достаточно пряжечки подтянуть и соответственно другой уже размер груди. Или же попустить. Поэтому сарафан на достаточно широкий спектр по размерам. Вот для худенькой девочки. И у меня, вы уже знаете, 54 размер. Вы на манекене видите свадебный вариант платья. Он украшен камнями, пряжка тут такая достаточно нарядная. Кнопочки у меня вот здесь на плечах, которые также украшены камушками, пряжечками. Вот вы видите здесь длинный разрез по переду, на спинке вот таким вот уголочком. Единственный шов, и он ниспадает таким красивым шлейфом. Видите, что здесь нет боковых швов. Здесь у нас шов по переду, небольшой участок застрочен. Скреплен мой прямоугольник верхний в районе груди. Опять же, эту линию можно регулировать выше, ниже. Ну и здесь это платье может быть по переду разрез зашит в пол, потому что объема внизу достаточно. Кто не любит делать разрез по переду, его может и не быть. Видно, как наш прямоугольник, который задрапировался посерединке по сгибу, и вот половина его пошла на спинку с одной стороны и симметрично половинка с другой. И вот эти 2 прямые, они
оформили наш вырез по спинке. И вот продолжается эта прямая линия, она не срезается, вот она ровная, прямая по долевой, в нее вшивается молния. И по переду другие две прямые линии, нижняя линия нашего прямоугольника, вот я их зашила, они также по долевой. Здесь девочка попросила максимально высокий разрез, но разрез может быть любой. Может быть закругление, как вы увидели у меня на платье. Может быть длинная, ровная. Можно сзади сделать еще больше шлейф, который упадет на пол. То есть разные варианты по длине нашего ровного прямоугольника. А верхний прямоугольничек, он естественно меньше. Он у меня прекрасно, вот он драпируется на груди. Понятно, что манекенчик маленький и не тот объем груди, но девочка высокая, модель, поэтому на ней все сидит безукоризненно. Очень хорошо эта драпировка, вот она выкладывается, опять же, в нужном месте, красиво. Можно ее дополнительно закрепить, если есть желание, подраздвинуть. То есть уже сейчас, вот в данном случае, оно упало все естественно. Но если, опять же, можно поработать с этой драпировкой, дополнительно ее оформить. И верхний прямоугольничек я поднатекла в нужном месте, и он у меня пошел уже дальше двумя лентами, которые вот по спинке пересекаются и встречаются на плече, а эта лента спереди, вот все по долевой. Здесь нет косой, здесь все ровненько по долевой, обработано ролевым швом. Можно ролевым, можно московским. Вот низ лент я сделала вот в данном примере под углом. Мои ленты сделаны прямые, поэтому опять же тут можно по-разному. Здесь у меня нашитый декор с камушками, собрано в драпировочку и на кнопочки, а на своем платье прекрасно к ткани подобралась пряжка, вот такая вот она лаконично сюда вошла, и в комплекте пряжечки на плечах. Так как это свадебное платье, то сюда вошли камушки, сияние нежное, без перебора. Я особо не любительница камушков, но девочка захотела, чтобы это было внесено в свадебное платье. В таких сделано европейских тенденциях. Девочка не хотела помпезности, не хотела пышности, хотела максимально элегантно, красиво, в нужном месте открыто. Вот такое платье, чтобы оно было необычное, не такое, как у всех. Вот что у меня получилось, клиент очень доволен. В моем ателье выполняется широкий спектр услуг по пошиву, по индивидуальному пошиву, и особое место занимает свадебная, вечерняя одежда, выпускные наряды. И вот даже у меня в примерочной есть фотографии наших любимых невест. Вот моя дочечка Олечка, которая выходила замуж 10 лет назад, 6 августа у нее будет юбилей, 10 лет после свадьбы. Как вчера мы создавали ей красивое свадебное платье. Дети растут, девочки становятся невестами, мамочками. Много у нас выпускных нарядов. Я как модельер люблю заниматься свадебными моделями, вечерними, выпускными, новогодними. Это всегда
раскрепощение творчества, полет фантазии. Я не ограничена. Мне говорят: Владана, мы знаем, ты придумаешь. Ну и одним из подобных вариантов сегодня делюсь с вами. Все нюансы моего оригинального платья, коктейльного и свадебного, мы рассмотрим на столе. Вот вы видите, изображен низ, юбка, и верх моего изделия. Они будут соединены между собой с помощью пряжки. Хотя эти два компонента моего платья, и юбка, и верх изделия, они могут существовать по отдельности. Вот в данном случае это платье, прекрасно может быть отдельно. Такой интересный, необычный верх, топ, блузон, его можно по-разному назвать, с драпировкой по переду. И чудесная оригинальная юбка. Поэтому этот момент вы можете взять на вооружение. Для моего изделия мне понадобилось 2,5 метра. Берем нашу ткань 2,5 метра по долевой. Сгибаем ее в 2 раза. Вот у нас сгиб. И по сгибу мы размещаем юбку. Получается, что 1,25 м. Вот наша ткань согнулась. Ширина ткани 1,5 метра. И вот ложится ширина нашей юбки 85 сантиметров. И плюс 60 сантиметров наш верх. Вот все это прекрасно, экономно раскладывается. Так, это наш сгиб. И в этом месте будет проходить сборка. Вот я пишу сгиб, сборка. Вот я показываю, что это место, где у нас будет все собираться в пряжку. И, соответственно, по нашему блузону тоже вот пишу сборка. Когда мы это все собираем, то вот эта часть вот здесь, это у меня 40 сантиметров зашивается перед юбки. А вот эта часть вот здесь получается вот 45 сантиметров. Это моя талия, а это будет спинка, задний шов, в который вот сюда войдет молния. Я пишу вот здесь спинка и молния. А здесь вот линия, это низ платья. Вот вы видите все эти размеры. И когда вы построите по размерам моим и соедините с закруглением плавным диагональю, у вас получится низ платья. Хотя, опять же, низ может быть различный. Он может быть ровный, может быть со шлейфом более выразительным. Поэтому это конкретно то, что вы видели на мне. Ну и наш верх. Верх тоже из расчета прямоугольника, вот со сгибом, здесь наша пряжка. Вот эта вся драпировка, она прекрасно выкладывается на грудь. И вот лента, которая проходит по спине и завязывается на плече через маленькие пряжечки. И вот я не случайно изобразила вначале длинную часть, а потом короткую. Вот так как короткая часть — это вот наша горловинка, горловина, а эта часть, вот она переходит на спинку. То есть это по низу от юбки идет перед, и потом пошел по спине вот этот вот участок. Как раз я расположила так, как вы должны будете, покроив, соединять это все платье между собой. У вас здесь нет никаких ни выточек, ни сложностей. То есть буквально по схеме вы это все под линейку
мыльцем разрисовали по ткани, смело вырезали. Это ж у нас гиб, у вас раскроется вот эта форма интересная, симметричная. И вы по периметру этой формы обрабатываете или же московским швом, или же ролевым. И, соответственно, здесь вы также все это обрабатываете перед тем, как собирать. Вот я еще уточню дополнительно, что вот 30 сантиметров закругление, вот размер здесь 12, это как раз наша пройма. Вот зона, грудь и проймочка. Опять же, все элементарно просто. Покроили, обработали края и собираем. Убираю нашу схему, и сейчас я вам покажу, как это быстро собирается. Моя юбка и мой верх разложены на столе и предварительно по периметру обработано аккуратно ролевым швом. Вы можете обработать московским, как вам удобно, как вы привыкли, как вам легче, как вам больше нравится. Так, это моя юбка. Две половинки, вот, две половинки. Я загладила четко по сгибу. И ниточкой пометила это участок, где у меня будет моя молния. И вот верхний участок, он будет сшиваться. Я его сколю. Так, ну что я делаю? Я беру край и вставляю в свою большую пряжку. Вот я беру аккуратненько, постепенно, так, чтобы ткань заходила ровненько, равномерненько. Вот это вот все я завожу таким образом, чтобы мой сгиб проходил по центру, по оси пряжки. Вот я подтягиваю мою нижнюю часть, мою юбочку. Вот я ее втянула. Ткани у нас легкие, льющиеся, поэтому они без труда проходят в пряжку. Вот у меня мой заглаженный центр. Я его сейчас выставляю четко по сгибу. И, соответственно, верхняя часть у меня тоже. Вот она. Мне ее нужно вывести на вторую часть. Вот я ее вот так аккуратненько. Вот мой сгиб, я его вижу, заутюженный. Я его вот сюда разместила. Ну и тут я разравниваю вот так вот равномерно, делаю мою драпировку. Подтягиваю местами. Оно потом все разровняется, когда вы эту юбочку на себя набросите. Вот у меня меточки две. Это мой перед. И вот это место будет зашиваться. Вот оно будет зашиваться под самую пряжку. Это перед. А потом пойдет как бы разрез, закругление. Вот я сейчас складываю и булавочками закалываю. И как раз у нас уже край обработан, и мы даем строчку буквально сразу возле нашего ролевого шва. Здесь небольшие участки зашиваются. Так, вот я буквально 4 булавочки сколола. Так, все, это получился перед моей юбки. Вот сейчас вот эта часть, это моя талия, вот здесь, и это зад юбки со шлейфиком. Вот в этом месте, вот здесь у нас будет зашиваться также, вот вдоль шовчика максимально под
старайтесь под растяжку, чтобы у вас были аккуратные швы, не стянутые. Здесь надо дополнительно вы строчите и под растяжечку, чтобы потом было красиво, не стянуто. На шелке всегда это тонкая работа должна быть, ювелирная, чтобы было все красиво. Вот вы видите пряжка, талия и задний шов. Вот здесь, вот отметочек моих, будет вшиваться молния. Вот аккуратненько вы должны рассчитать, до какого места вам зашить. И потом потайная молния аккуратно сюда она входит. Я ее сейчас вколю булавочками. Так, и с этой стороны вошла молния. Все, значит, юбку я собрала. Вот мой перед и мой зад. По переду вы видите, пряжечка чудесно подобралась, просто на удивление прекрасно. На манекене вы видели праздничное свадебное платье, в камнях пряжка. В данном случае вот все так аккуратно, ничего лишнего, никаких камней. Это перед, вот он зашит и начинается разрез. Опять же, вы можете сделать здесь ровный низ и вообще зашить, если вы не хотите в передней части разрез, зашить до конца, и тогда вам достаточно будет для движения вот этой вот раздвижки диагональной этого шлейфика. Поэтому мне захотелось разрезом, но вы можете делать под себя. Теперь я вставляю верхнюю часть вот в свою пряжку. Видите, тут достаточно места для того, чтобы ввести сюда наш блузончик. Вот он у меня также обработан предварительно ролевым швом по краям. И я еще проложила, ну, можно было тоже заутюжить, но я проложила сметочку, чтобы четко видела вот свою драпировку. Ну и что мы делаем? Мы опять же заправляем в нашу пряжку вот эти вот наши хвостики, ленточки. Вот оно настолько, вот видите, быстро заходит. Вот я заправляю. Сейчас вторую часть. Так. Без труда оно прошло. И вот появилась моя сметка в пряжке. Я вам показывала, что нижняя часть должна быть лента длинная, а вверху пряжки должна быть короткая. Мы фиксируем вот здесь вверху, вот выводим на край пряжки и как раз вот нашим центром, нашей сметочкой. Сметочка у меня появилась. В принципе, вы можете также сметку проложить и по юбочке, так более наглядно. Здесь у меня участок, вот я наметила вверху, это центр переда. И вот до линии низа моей горловины, то есть вот моя контрольная точка, здесь я буду сшивать. Но вы можете под себя ниже, выше. Кто-то вообще может не зашивать здесь, может себе позволить более глубокий вырез. Можно здесь сделать перепоночку. То есть это опять же индивидуально. То есть это вот центр нашего переда и вот проймочки. И пошли пряжки. Вот я сразу вставлю эти пряжечки вот сюда маленькие на плечах. Вот маленькие пряжки в комплекте я подбирала к большой. Вот так. Это
моя пряжка на плече. И здесь у меня вот такие крылышки, мои любимые, которые частично закрывают ручку, красиво ниспадают с плечей. Хотя, опять же, кто не любит, можно просто в районе плеча задрапировать и сшить переднюю часть и заднюю часть вот этой вот нашей блузы. Ну, мне нравится с пряжками. Оно так оригинальнее. Естественно, ложится драпировка. Можно благодаря пряжке в любой момент это все подтянуть или же достать. Допустим, если ткань натуральная и после стирки нужно это все прогладить, то можно элементарно пряжку вытащить, все разгладить, а потом без труда ее обратно вставить. Теперь вот я сейчас в этом месте булавочкой скалываю. Но опять же повторюсь, вы можете выше, ниже, под себя. Так, и теперь наши длинные ленты остались. Длинные ленты у нас на спинке проходят и вот таким крестиком пересекаются широким. И вот эта часть входит в нашу пряжку. Здесь достаточно места для того, чтобы прошла ткань. Вот я заправила одну полосочку и заправила вторую. Эта модель, она реально на разные размеры. То есть здесь буквально сразу на примерочке вы видите, в каком месте вам вшить змейку, где вам остановиться с разрезом, где подтянуть пряжки. То есть здесь настолько все просто. Вот я собрала, застрачивается участочек здесь. Потом еще, чтобы у нас не было смещения, вот оно не ходило, то желательно вот этот вот низ нашей блузки соединить с верхом нашей юбки. Вот вы разворачиваете и вручную вот здесь в районе пряжки вы фиксируете вверх с низом. И у вас уже здесь оно никуда ничего не денется. То есть оно все уже будет зафиксировано. Вот шов, нижний шов, пряжка зафиксирована. Вот все мое платье вошло в 3 пряжечки. Вы видите, красивые крылышки появились. Драпировка пошла на грудь, драпировка пошла на юбку, на животик и на наши бедрышки. Все так чудесно разложилось. Все получилось. Буквально в считанные минуты это все вошло без проблем, без труда. Зашьется также просто. Вот моя схемка напоследок. Еще раз хочу повториться, что платье может существовать по отдельности, юбка и блуза. Поэтому все, опять же, просто и оригинально. Неожиданно мой любимый оператор перевел на меня камеру. Я давно не появлялась здесь в кадре. Все больше руками работаю на столе. Все колдуют. Да, все больше колдую. Но я думаю, что сегодня очень все было наглядно, и у вас все получится, дорогие друзья. Ну а сейчас, конечно же, будет финальная сцена «Я в своем платье». Дорогие друзья, сегодня вы познакомились с очередным хитом сезона, летним платьем коктейльным от Владаны. Это излюбленное платье-фаворит моих клиенток. Мы делали в различной расцветке, и в однотонном варианте,
и принтованные ткани. Шикарно смотрится в поплине, более такой стиль Прованс, сарафаны в пол. То есть вариации этого фасона могут быть различные. Надеюсь, вам понравился мой хит сезона. Ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал. До скорых встреч! Буду вас радовать своим оригинальным креативом. Всего вам доброго!